Табун лошадей встретил на дороге одинокого плачущего мальчика, но то, что произошло после этого, заставило всех местных жителей разрыдаться. Маленький мальчик по имени Доун сидел на пустынной дороге и без остановки плакал. Его лицо было испачкано пылью, а одежда была старой и местами порванной. Холодный ветер обжигал его кожу, делая одиночество еще более невыносимым. Вокруг простирались бескрайние поля, и с каждой минутой страх сжимал сердце Доуна все сильнее. Он громко звал родителей, но его голос тонул в вечерней тишине. Ветер шевелил траву и приносил с собой звуки, напоминавшие о приближении ночи. Дорога была пуста, и никто так и не пришел ему на помощь. Доун был совершенно растерян и не знал, что ему теперь делать. Внезапно он заметил вдали небольшой табун лошадей. Сначала они казались маленькими точками на горизонте, но животные быстро приближались к Доуну. Мальчик затаил дыхание, надеясь, что эти величественные животные не причинят ему вреда. Его сердце бешено колотилось в груди, когда он видел, как их силуэты становились все больше. Доун невольно отступил на шаг в сторону, сжав кулаки от страха и напряжения. Однако лошади замедлили свой ход и осторожно подошли к мальчику. Их уши были насторожены, и они внимательно наблюдали за человеком. В воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь звуками их дыхания. Одна гнедая кобыла тихо фыркнула и осторожно шагнула вперед. Ее большие карие глаза казались очень умными и спокойными. Подойдя ближе, она мягко прикоснулась к мальчику своим влажным носом. Доун затаил дыхание, наблюдая за каждым ее движением. Его страх постепенно сменялся любопытством. Он протянул руку и осторожно погладил кобылу по морде. Его пальцы скользили по гладкой шерсти, позволив Доуну забыть обо всем, кроме этого волшебного момента. Лошади окружили Доуна плотным кольцом, словно защищая его от любых возможных опасностей. Одна из лошадей тихо заржала, и этот звук эхом разнесся по ночной тишине, заставив сердце Доуна забиться еще сильнее. Удивленный мальчик стоял в центре живого круга и впервые ощущал невиданную ранее защиту, исходившую от этих лошадей. Когда стемнело, температура воздуха резко упала. Холод пробирал до самых костей, и каждый вдох давался с трудом. Лошади начали двигаться, и Паун, хоть и сильно замерз, но последовал за ними, так как ему больше некуда было идти. Его ноги дрожали от усталости и холода, но он упорно продолжал идти. Он спотыкался о камни и корни деревьев, и в какой-то момент ему показалось, что он больше не сможет сделать ни шага. Лошади, словно ощущая его слабость, медленно шли впереди, чтобы мальчик смог их догнать. Они привели его к небольшому старому сараю, который стоял в окружении высоких деревьев. Доун с трудом разглядел его в сумерках. Доски сарая были потрепаны временем, и при каждом порыве ветра здание скрипело, словно живое. Внутри было темно и пахло старым сеном. Доун нащупал охапку сена и опустился на нее, чувствуя, как его замерзшее тело с трудом расслабляется. Он свернулся калачиком и зарылся поглубже в сено, изо всех сил стараясь согреться. Лошади устроились рядом с мальчиком. Их тихое фырканье и дыхание успокаивали его. Но страх одиночества все еще не покидал Доуна. Он долго не мог уснуть, прислушиваясь к каждому шороху. Казалось, каждый звук в темноте скрывал угрозу, и только стоявшие неподалеку лошади давали ему ощущение безопасности. Ранним утром Доун разбудил звук шагов. Мальчик сразу открыл глаза, его сердце снова тревожно забилось. Это был пожилой фермер по имени Джон Смит, который пришел проверить своих лошадей. Увидев маленькую фигуру среди животных, он остановился в изумлении. «Что за чертовщина?» — пробормотал Джон, глядя на мальчика, который мирно спал на стоге сена рядом с лошадьми. Фермер осторожно подошел и наклонился над Доуном, легко тронув его за плечо. Мальчик вздрогнул, а его глаза наполнились страхом, но, увидев перед собой добрые глаза старика, он почувствовал облегчение. Джон увидел, как маленькие руки Доуна дрожат от холода и страха. Тогда фермер взял мальчика за руку, говоря: «Все в порядке, малыш.
ты теперь в безопасности». Доун смотрел на него с недоверием. Его губы подрагивали, но слова Джона звучали тепло и искренне. Джон отвел Доуна к себе домой, где дал ему теплое одеяло и накормил горячим супом. Фермер с удивлением слушал, когда Доун рассказывал, что его собственные родители оставили его на обочине дороги, пообещав скоро вернуться, но так больше и не появились. Джон посмотрел на него с грустью в глазах и решил, что пока будет заботиться о брошенном мальчике. На следующее утро фермер отвез Доуна в местную клинику, где доктор Эмили Джонсон осмотрела его и выяснила, что мальчик сильно истощен от недоедания и страдает от инфекций, вызванных недостаточным уходом за его ранами. Доун стиснул зубы, когда доктор обрабатывала его раны, но не издал ни звука. Его лицо побледнело от боли, но он держался, не позволяя себе показать слабость. «Ему нужно много отдыха и полноценное питание», сказала доктор Джонсон с серьезным выражением лица, глядя на Джона. Джон кивнул, обещая сделать все возможное для мальчика. Он заметил, что взгляд Доуна стал яснее, но в его глазах все еще таились следы пережитых страданий. Прошло несколько недель, и Доун постепенно начал восстанавливаться. Он привязался к лошадям, особенно к гнедой кобыле по кличке Сияние. Каждое утро он выходил к ней и сидел рядом, наблюдая за ее плавными грациозными движениями. Иногда Доун говорил ей о своих страхах, будто она могла его понять. Джон сразу обратил внимание, что мальчику очень нравятся лошади, а значит, они смогут помочь ему поскорее восстановиться и набраться сил. Присутствие Сияния помогало Доуну справляться с одиночеством и страхами, которые одолевали его каждую ночь. Он все еще иногда просыпался от кошмаров, но, чувствуя теплое дыхание лошадей где-то рядом, снова засыпал. Время, проведенное с лошадями, стало для мальчика настоящим спасением. Он часто гладил их мягкие шеи и гривы, чувствуя, как его тревоги постепенно уходят прочь, уступая место спокойствию и радости. Лошади стали для Доуна не просто животными, они стали его опорой в мире, который так внезапно отвернулся от него. О Доуне быстро узнали в городке, и многие местные жители начали предлагать свою помощь. Семья Уилсонов принесла одежду, а миссис Грей, бывшая учительница, начала заниматься с мальчиком, чтобы он не отставал в учебе. Но даже окруженный вниманием и заботой, Доун все еще иногда просыпался от кошмаров, где он снова был один на той пустой дороге и громко плакал, но никто не приходил ему на помощь. Однажды ночью мальчик проснулся с криком, и Джон тут же прибежал к нему. Мальчик всхлипывал, прячась под одеялом, и Джон сел рядом с ним, обнял его за плечи и тихо шептал: «Ты больше не одинок, Доун. Я с тобой». В тот момент Доун постепенно начал верить, что этот добрый человек действительно никогда не бросит его. Однако спокойная жизнь фермера и его необычного гостя вскоре была нарушена. Однажды утром на пороге дома Джона появились настоящие родители Доуна в сопровождении полицейского. Они стояли на крыльце, выглядя измученными и усталыми. Мальчик замер, узнав их. Слезы выступили на его глазах, когда он увидел, как мать бросилась к нему с криком: «Доун, милый, мы так долго тебя искали!» Отец стоял рядом, вытирая глаза от слез. Они рассказали полицейскому и Джону, что были вынуждены бросить Доуна на дороге из-за того, что остались без жилья и денег. Родители полностью отчаялись, но надеялись, что кто-то пожалеет их сына и сможет позаботиться о нем лучше, чем они сами. Через некоторое время они пожалели о своем жестоком решении и бросились искать сына, как только исправили свое финансовое положение. Доун внимательно слушал, что говорили мама и папа, и почти не двигался, глядя на родителей с явным недоверием. В его душе вспыхнула буря чувств: облегчение, гнев и замешательство. Доун стоял между родителями и Джоном, не зная, что ему теперь делать. Сердце мальчика разрывалось от противоречивых чувств. Он все еще любил своих родителей, но теперь он нашел новый дом с Джоном и лошадьми, которые стали его лучшими друзьями. Внезапно мальчик почувствовал, как сияние мягко прикоснулось к его плечу носом, будто напоминая, что она всегда будет рядом.
Джон также не верил в добрые намерения родителей Доуна, которые так жестоко бросили его одного на пустынной дороге. Из-за этого вскоре начался судебный процесс за опеку над Доуном. В зале суда мальчик рассказал судье, как лошади нашли его на дороге, как Джон заботился о нем и как местные жители тепло приняли его и помогали ему. Голос ребенка дрожал, когда он говорил о сиянии, которое стало для него чем-то большим, чем просто добрая лошадь. Доун говорил, что он не может уйти от нее, потому что она спасла его не только физически, но и душевно. Мальчик смотрел прямо на судью, и в его глазах читалась решимость не позволить никому отнять то, что он обрел рядом с этим добрым фермером и его лошадьми. Судья внимательно слушала, а потом решила лично посетить ферму Джона, чтобы увидеть все своими собственными глазами. Когда судья приехала на ферму и увидела Доуна, который проводил время с лошадьми, ее сердце дрогнуло. Она наблюдала, как сияние подходит к мальчику и нежно толкает его носом, а он гладит ее по морде и счастливо улыбается. Это было трогательное зрелище, и судья поняла, что их связь невероятно глубока. Остальные лошади стояли вокруг Доуна, как это было в первый раз, когда они окружили его на дороге, защищая одинокого мальчика. Эти животные словно понимали, что он был один из них, и не позволяли никому приблизиться слишком близко, если это могло ему навредить. Вернувшись в зал суда, судья объявила свое решение. Доун останется с Джоном, но его родители получат право на регулярные посещения сына. Доун был очень рад, что может остаться с Джоном и лошадьми, но также обрадовался, что сможет иногда видеть родителей. Постепенно жизнь Доуна стала налаживаться. Он жил с Джоном на ферме, но его родители регулярно приезжали и старались участвовать в его жизни. С каждым днем Доун становился все увереннее и сильнее. Ночные кошмары беспокоили его все реже, и он все больше наслаждался жизнью на ферме. Теперь, сидя вечерами на крыльце дома, мальчик часто смотрел на заходящее солнце и чувствовал, что здесь он наконец-то нашел свой настоящий дом.